Спортивный режим пожестче, комфортный режим помягче. У нас не залетная, у нас идейная. Здорово, что он покачивался. Если покачивается, знаешь, живой. Знаешь, машина... Человек тоже, когда идет, он тоже покачивается. Мы открыты к тому, чтобы демонстрировать, какой уровень мы достигли. Всем привет! Вы смотрите UST Insight. Это интервью с экспертами Unitsky String Technologies. Сегодня у нас в студии Виктор Гарах. Виктор, здравствуйте. Здравствуйте, Ольга. Виктор, заместитель генерального конструктора по комплексным разработкам и внедрению. Виктор, чем вы занимаетесь в компании? Я и моя команда делаем лучшую транспортную систему в мире. Мы разрабатываем струнно-транспортный комплекс. Виктор, в чем суть вашей технологии и как ее за минуту объяснить человеку, который впервые слышит, что такое струнный транспорт? Струнный транспорт – это рельсовый автомобиль, который движется по предварительно напряженной эстакаде, в основе которой лежит именно вот наша технология. Это струна, которая воспринимает всю несущую способность, всю нагрузку горизонтальную за счет натяжения. По сути, это рельсовый электромобиль, который движется по эстакаде на втором уровне. Как бы вы определили место UST в транспортной экосистеме города? Это пока сложно понять. Это альтернатива метро, трамваю или вообще что-то иное? Мне больше близок подход, когда не вместо, а вместе. Наша транспортная система, она может быть существовать как транспорт последней мили, где мы связываем место жительства людей транспортным узлом, либо это автономная независимая система, которая связывает малонаселенные районы, либо это система, которая обеспечивает многотысячные ежечасные перевозки в мегаполисе. Мы не являемся кому-то конкурентами. Главная цель, чтобы человек перестал тратить лишнее время на, не знаю, технологические нужды, на перемещение, то, что не имеет для него смысла. Вот вы говорите, нет конкуренции, но при этом вы прекрасно знаете наверняка компании, мировые транспортные компании, которые тоже хотят забрать себе долю рынка. Наверняка вы наблюдаете. Не, я, скорее всего, просто не совсем корректно выразился. Я не имел в виду, что нет конкуренции. Конкуренция как раз-таки есть большая. Я говорю о том, что у нас цель нашей вообще философия нашей системы – это освобождение Земли для человека. Поэтому у нас нет самоцели с кем-то конкурировать, либо не конкурировать. Мы предлагаем лучшее, эффективное и то решение, которое нужно непосредственно для человека, для его жизни на Земле. То есть это и освобождение Земли, и отсутствие пробок, и лишней потери времени. Естественно, конкуренция большая. Конкуренция местами и недобросовестная, поскольку рынки, поскольку потребители – это то, что влияет на выживаемость компании. Следование цели. У каждого своя цель. У кого-то цель получить большую прибыль, у кого-то цель улучшить жизнь своего соседа. Прям такой человекоцентричный подход у вас. Human first – это такая известная концепция. К сожалению или к счастью, мы все больше, и наше молодое поколение, новое поколение начинаем осознавать непосредственно ценность жизни. Ценность жизни непосредственно в самой жизни. Поэтому, человек централен. И природа создана все для того, чтобы мир существовал, жил, и чтобы все было нам комфортно и приятно. Сколько инженеров у вас в подчинении? Моя команда – это порядка 130 человек на сегодня. Это специалисты, которые занимаются от формирования технического облика, от формирования заданий для наших коллег-проектировщиков, для разработчиков транспортных эстакад, для испытателей, для подвижного, для систем управления. И заканчивая непосредственно специалистами, которые занимаются верификацией и валидацией, то есть проверку соответствия требований. Виктор, это уже технические дебри. Давайте чуть-чуть более популярным языком. Да, вот о чем я, в общем, хотела спросить, говоря о вашей команде. 130 человек, наверняка это молодые ребята. Насколько легко им объяснить вот эту концепцию, что на первом месте экологичность, удобство? Насколько легко вам донести главную концепцию Анатолия Эдуардовича до них? Смотрите, наша команда, это, мне нравится выражение белорусское, у нас не залетная, у нас идейная. То есть люди, которые приходят в команду, они понимают, что, зачем и куда, с одной стороны. В команде у нас абсолютно разновозрастная. То есть это вчерашние студенты техники на частичную занятость 18-19-летние ребята, и заканчивая коллегами, которые уже много видели в этой жизни и достигли высокого уровня профессионализма и имеют свое имя.
То есть С до кем вам проще работать? докторов. С мастодонтами, с докторами? Или с шустрыми ребятами, которые неплохо соображают, но еще не имеют опыта? Каждый человек интересен по-своему. И если это мастодонт, это фундаментальный подход, это отсутствие каких-то импрессивных эмоций, это холодная голова, это основательность, то молодые ребята — это амбиции, это целеполагание, это то, куда мы движемся вперед. Одно самое популярное заблуждение о струнном транспорте, которое вы бы хотели развеять? Мы существуем, и нас много. Виктор, если бы вы могли запустить UST в любом городе мира, какой бы выбрали? Минск. На работу ездить. Что сложнее, технологическая составляющая или работа с бюрократией и чиновниками? Знаете, Ольга, и там люди. А человек — это всегда интересно. Что для инженера сегодня самое важное, навыки или компетенции? Ольга, эрудиция. Почему UST? Почему работа в UST? Стильно, модно, молодежно. Виктор, за что любите коллектив? За то, что мы настоящие. Виктор, работа в экотехнопарке или в офисе? Экотехнопарке. Но приходится в офисе. Какое инженерное решение UST вам особенно дорого и почему? Струнная система. И здесь не было ни слова о музыкальных инструментах. Одна из самых заметных разработок вашего подразделения – это Unimobil Karat, который, кстати, в Арабских Эмиратах недавно подтвердил скорость в 120 км в час. Но внимательные зрители заметили, что на видео во время испытаний его слегка покачивает из стороны в сторону. Как по-вашему, с чем это могло быть связано? Это особенность трассы, особенность испытаний? Что это и какие уроки из этого теста вы вынесли? Ольга, на самом деле, здорово, что он покачивался. То есть, если пока, знаешь, живой, значит, машина двигается и все круто. На самом деле, причин очень много. Я не хочется перегружать сейчас вас и аудиторию техническими терминами, но смотрите, скорость 20 км в час. Наш Карат — это не мелкая транспорт, не мелкий электромобиль, наш Unimobil, а номинальная вместительность от 25 до 40 человек. То есть достаточно такой среднеразмерный автобусик. И при движении, естественно, на него воздействуют различные силы. Это и разгон, и инерциальность, и сопротивление воздуха. То есть мы перед собой, разгоняясь, толкаем, скажем так, хороший объем воздуха, ему нужно куда-то выходить. Плюс еще на высоте есть понятие экспозиции ветра, есть ветер, есть угол, по которому он поворачивается. То есть на самом деле на транспорт движения действует очень много различных сил, внешних факторов. Плюс это от динамических до статических. Даже стоящее здание, у него есть частоты собственных колебаний. И с точки зрения физики, по закону сохранения энергии, оно в любом случае все передается на систему, которая имеет меньшие параметры. Но на самом деле человек тоже, когда идет, он тоже покачивается. Вопрос не в том, покачивается, не покачивается, а как это происходит, и насколько это комфортно либо некомфортно. На самом деле покачивание — это значит, что мы избыточную энергию, паразитную энергию, немножко технического языка, пусть уже меня простят, то есть мы не замыкаем в системе, размеривая ее, усиливая где-то что-то, увеличивая массу, тем самым снижаем эффективность, увеличиваем затраты. А она, скажем так, переходит с одного состояния в другое, то есть переходит в движение. На язык обывателя. Да, то есть получается, все внешние силы, все факторы, которые для человека, они, скажем так, паразитны, интересны, они, получается, их воспринимает само транспортное средство, и энергия, скажем так, затухает. То есть эти колебания, если внимательные зрители обратили внимание, они имеют очень низкую частоту и достаточно большой период, связанный с скоростью. Поэтому плохо или хорошо, вопрос, не знаю, философский, то есть извечно об этом можно обсуждать, не знаю, давайте бесконечно долго. Философам. Да, давайте оставим аудиторию, поскольку тема достаточно большая отдельно. Мы, в свою очередь, ездили, разгонялись с оборудованием, мерили вибрацию, мерили виброускорение на уровне законодательства, на уровне регулятора, определены нормы виброускорений, продольных, поперечных. Поэтому покачивание,
Хорошо. Не вижу ничего там такого плохого. Это было ожидаемо для компании? Вы знали, что такое Да, это возможно? прогнозируемо, конечно. Смотрите, и опять же, что хочется сказать. У нас в любом случае параллельно все тесты провести мы не можем. Вот. И первый этап — это тяго-динамические испытания. То есть мы выходим на скорость и после этого занимаемся настройками. У нас в транс-стрессе двухступенчатая пневматическая подвеска, которая характеризуется двумя функциями. Упругой составляющей, то есть вот эти покачивания, перемещения, и диссипативной, то есть рассеивание энергии. Диссипативная? Диссипативная. Диссипативная. Да, то есть получается, что мы достигли скорости, проверили свои характеристики по тяговой динамике. И следующий этап — это настройка подвески. Любой автомобиль, который имеет чуть более широкое назначение, имеет режим настройки подвески. Где-то спортивный режим пожестче, комфортный режим помягче, чтобы те воздействия внешней среды, они не передавались То на есть человека. вы можете все это подстроить в ходе эксплуатации? В ходе Мы тестов? этим сейчас занимаемся, Ольга, на самом деле. То есть, это как раз-таки планомерная работа конструктора. Вы сказали про урок. На самом деле урок — это когда мы чего-то... Что-то пошло не так. Да, мы что-то предполагаем, гипотезу выдвигаем и потом ждем какого-то результата. Вот. Да, на настоящем этапе как раз-таки моя должность предполагает комплексные разработки. Это учет всех особенностей каждой из систем, чтобы они были учтены и как бы должное внимание. И внедрение. Внедрение — это не про то, куда-нибудь там, не знаю, заглянуть или что-то там куда-то вставить. А внедрение — это значит наша разработка, которая попала в проект, то есть на стадии уже проектирования и на стадии строительства. Это значит, что то решение уже отработано. Мы провели имитационное моделирование, мы провели изыскание, натурный эксперимент. Изыскание — это что? Изыскание — это когда мы проверяем наши предположения, основанные там на законах физики, на логике, как это получается в жизни. Потому что отличие машиностроения — это не работа конкретной системы, а совместная работа, то есть влияние одной системы на другую. Да, комплексно. И желательно, чтобы это влияние было минимально и оно не вредило. Бывает влияние полезное, когда одна система влияет на другую таким образом, что получается новая функция. Вот. Поэтому, возвращаясь к Арату, мы на самом деле сейчас проводим именно настроечные работы, то есть по настройке, по адаптации. И этап испытаний у нас в сентябре, то есть полностью испытания с заказчиком, приемочные испытания, у нас планируется на сентябре. То есть мы настраиваем системы на режим движения. Это все касается 120 км в час, или мы можем говорить о том, что Карат разгонят до 150, по-моему, такие цифры звучали раньше? Да, конструкция готова для того, чтобы выдержать эту нагрузку. Да, реализовать скорость 150 км в час. То есть, вопрос в нагрузке вообще не стоит. Коэффициент запаса прочности от 3 и выше. Причем это не только в статике, но и в динамике. Что значит коэффициент запаса прочности? Это значит, что те узлы, которые обеспечивают безопасность, они могут выдержать нагрузку в 3 раза превышающую номинально действующую. Best practice — это от 3 раз, от 3 до 5 раз. Вот. Касательно достижения скорости, здесь фактор энергии. То есть для того, чтобы достичь скорость, нужно довести необходимое количество энергии к транспортному средству. То есть скорость, разгон — это мощность, которая реализуется на колесах, если так простым языком. Поэтому технически допустимая скорость 150, проверку мы провели, эксплуатационная скорость на 120 км в час. Будет ли скорость повышаться? На сегодня мы закончим все испытания в соответствии с техническим заданием, а в дальнейшем, да, почему нет? Виктор, раз уж мы заговорили о тестировании транспортного средства, то какие еще технические вызовы бывают во время тестовых заездов? Расскажите, может быть, какие-то интересные случаи были, какие-то неожиданные для вас? У нас конфуз с дверьми вышел в Юнимобиле. Не слышала. Смотрите, изначально, то есть вообще я немножко про жизненный цикл разработал. То есть мы разработали транспортную систему. В процессе оптимизации работ нам, для того, чтобы снизить технологическое время по задаче наших логистов на открытие-закрытие дверей, нам нужно было увеличить скорость закрытия дверей Юнимобиля. Насколько? Намного? Намного, на процентов 15-20. То есть увеличение скорости значит увеличение мощности. Но вопрос не в мощности. Мы получили следующий эффект. У нас двери имеют там двойное уплотнение. Мы пришли к тому, что, увеличив скорость закрытия дверей, объем запираемого воздуха в салоне увеличился. То есть система клапанов сброса избыточного давления, она
ну, скажем так, не справился. То есть решить проблему можно Что было... это значит для обывателя? Как бы я это на себе ощутила, или мне бы вообще было все равно, я бы не Нет, почувствовала? обыватель бы увидел бы хлопок. Возможно, кого-то это испугало. То есть это не звуковой хлопок, но это когда система, когда двери, ну, все-таки они довыполняют свою функцию, прилагают больше энергии, и, возможно, более резкое движение могло испугать ребенка, либо потенциального, ну, ребенка или пассажира. Вот. Поэтому вопрос какой был? Уменьшение скорости, увеличение мощности. Ну, то есть, каким образом могли Без решить? запирания. Увеличением мощности, да, получается. Но все-таки решение было принято увеличить систему сброса воздуха. Что мы получили? Мы выполнили требования наших коллег-логистов, уменьшили техническое время на операцию закрытия и открытия дверей. Мы не увеличили мощность привода, тем самым не ухудшили энергопотребление и не ухудшили систему в целом, не переразмерили. Вот. И третий эффект, который мы получили, мы улучшили систему вентиляции. То есть есть, опять же, требования для комфортного эксплуатации, объем воздуха, который сменяется в единицу времени. Так вот, мы нашими дверьми и клапаном сброса получили тот эффект, когда на станции при каждом открытии-закрытии дверей мы одномоментно и достаточно быстро, без увеличения производительной системы, меняем воздух. Это вот как раз таки про влияние, когда одна система, у нее свой функционал, вторая система свой функционал, а совместная их работа может приводить к совсем очень интересным, неожиданным эффектам. Ну, это такой маленький пример, конечно, но тем не менее имеет место быть. Виктор, насколько универсальна система UST и можно ли ее, например, адаптировать под разные задачи заказчика? Грузовые перевозки, пассажирские перевозки, туристические маршруты, регулярные маршруты? Ольга, как правило, универсальные вещи, они несут в себе дополнительные функции, которые мы пользуемся в меньшей степени. Подход нашей системы в том, чтобы строить модульные системы. То есть мы разрабатываем систему, которая имеет сразу все комплектации. Формируем функциональную модель нашего комплекса, то есть все возможные функции, которые нужны заказчику, которые имеют конкретные системы, которые могут быть нужны. Потом мы их группируем по единому признаку и объединяем в модули. Разрабатывается система, в которой заключает в себе конкретную функцию с конкретным функционалом, и которая имеет конкретный интерфейс. Ну, для примера, как конструктор, у которого есть своя форма и универсальный интерфейс для крепления. Отрабатывая данную систему, мы можем строить из базовых функций, базовых систем, любую из систем. То есть, грубо говоря, отвечая на ваш вопрос, насколько универсальна система, она может быть адаптирована под конкретные требования заказчика, без потерь времени на дополнительную разработку, без оплаты лишних функций. Касательно грузового или пассажирского решения, у нас с точки зрения физики, с точки зрения транспорта, уж извините, и пассажирское транспортное средство, и грузовое транспортное средство перемещает некую массу, то есть объем и массу. Поэтому для конструктора здесь вопрос именно как это перемещается, то есть требования, которые предъявляются. О чем я хочу сказать? Что мы делим на составные модули, которые имеют законченную функцию. И, допустим, если транспортное средство грузовое, у нас есть тяговый модуль, то, что перемещает груз. И непосредственно грузовой модуль. Если мы хотим возить людей, мы понимаем, какие требования нужно определяться к транспортному средству, который перевозит человека. То есть это требования и безопасности, в первую очередь, ключевое отличие. Это требования и по плавности хода, это требования и по ускорению, и по комфорту. И, естественно, делаем свой модуль, меняем подвеску. До сих пор производители имеют в арсенале от комплектации от рессорной подвески, казалось бы, грузовой, до пневматической в одном кузове. Это и есть формирование модульной платформы, на базе которой мы имеем ряд решений. И наша стандартизация, скажем так, идет именно с точки зрения физических параметров, то есть нагрузки на эстакаду, то есть то, что имеет ограничение с точки зрения капитальных затрат. А раз вы уже заговорили о стандартах, и поздравляю, не так давно в Беларуси были приняты стандарты по струнному транспорту. Виктор, наверное, расскажите чуть подробнее, какое значение это имеет для белорусских проектов, а может даже для международных рынков? Стандарт, на самом деле, это знаковое событие, поскольку оно имеет многогранность.
С одной стороны, что такое стандарт? Стандарт — это значит, что мы свои решения, свои требования официально публикуем, согласовываем и предоставляем для широкого потребления. То есть мы открыты к тому, чтобы демонстрировать, какой уровень мы достигли. Что это система и как система? Это не технические условия, это не черный ящик Пандоры, в котором кто-то где-то... Что угодно. Да, что угодно. То есть, человек пугает неизвестность. То есть, человек, который не видел, где-то что-то слышал, либо кому-то рассказывали, это, конечно, хорошо. Не зря говорят, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Вот, поэтому мы не боимся и мы декларируем достигнутый свой уровень, с одной стороны. С другой стороны, стандартизация — это, для того, чтобы получить стандарт, это есть официальное основание для того, чтобы привлечь к разработке, к обсуждению, к диалогу ряд научных организаций. Для формирования стандартов... Виктор, а кто участвовал в Да, формировании я вот стандартов? это хочу как раз таки поделиться. Как происходит формирование стандарта? Мы свой стандарт публикуем в открытом доступе на ресурсах, вернее, госстандарт выкладывает на своих ресурсах в этом доступе, и любой желающий от госорганизации до частного лица может поучаствовать в обсуждении. Так у нас произошло. Мы разослали порядка 16 писем в научные организации по предмету вопросов, то есть от строительных организаций и заканчиваем машиностроителями. Которые по теме. Да, естественно, которые имеют компетенции по какой-либо из составных частей. Потому что любая сложная система состоит из простых. Человек индивидуален, но он состоит из простых клеток. Органы тоже индивидуально, они состоят из тех же самых клеток. Вот. Поэтому технические параметры, технические решения, они на самом деле подобны. И погружаясь на соответствующий уровень, все тайно становится явным. То есть мы привлекли 16 научных организаций Республики Беларусь, ведущих, на базе которых организованы технические комитеты. И также был один случай, когда частная организация, увидев размещенный стандарт, сама направила стандарты, поучаствовала и участвовала в обсуждении в госстандарте. Вот, что это дало? Мы получили объективное мнение научного сообщества и получили свежий взгляд под другим углом. Как бы ни было, компания отметила недавно 10-летний юбилей. Мы прошли от состоятельности системы до соответствия мировым стандартам, европейским нормам, то, что вот в Эмиратах Карат, как мы обсуждали. Вот. И очень важно было услышать мнение без нашей профдеформации, то есть мнение научного сообщества, которое также вносит Виктор, огромный критика вклад. была конструктивная или такое Был всякое? диалог, а диалог — это не безразличие. Худшее чувство в нашей жизни — это безразличие. Вот безразличия не было, это очень приятно. Всегда приятно вести диалог с людьми и как раз-таки подискутировать на темы. Я бы не сказал, что было какой-то критики. Да, были несколько вопросов, которые... это не вопрос, это как проявление скепсиса. Да, понятно, но в данной ситуации желание, то есть подход, а что хочется узнать, либо высказать свое умозаключение. То есть, глухим не внемля, зачем человека в чем-то переубеждать. У него такое мнение, окей. То есть мы задаем вопрос, либо утверждаем. Если мы утверждаем, и, хорошо. Каждый человек имеет свое мнение. Кстати, о скепсисе. Не так давно в Ростове-на-Дону провели опрос, телеграм-опрос жителей города. И по его результатам оказалось, что многие из горожан очень настороженно относятся к технологии UST. Как вы думаете, с чем связан этот скепсис? Это особенность конкретного города, конкретного региона или просто недоинформированность? Я думаю, что в любом случае скепсис, он же по-разному проявляется. То есть на самом деле природа человека такова, психология, что все новое воспринимается в штыки. Даже, не знаю, внедрение нового инструмента на рабочем месте тоже не всегда приветствуется флагами, улыбками. Такое есть. Все новое — это вывод человека из зоны комфорта. У нас подсознание определяет риски, то есть чем это может мне грозить. Для того, чтобы не бояться, нужно понимать, что это. В лифт тоже люди сразу боялись заходить, а вдруг он его съест, мне отдаст. Или в транспорт тоже не хотели с грузовых повозок пересаживаться. Это психология человека. Это нормальная реакция человека, потому что для того, чтобы человек жил хорошую, счастливую жизнь,
у него должен быть инстинкт самосохранения. Я думаю, что это возможность, поскольку внимание уже есть. Если такие вопросы поднимаются, значит, люди не безразличны. Если люди не безразличны, значит, есть вопросы. Если есть вопросы, мы дадим всесторонние ответы и, скажем так, объясним, развеем скепсис на каждом уровне. Основное, Виктор, почему наш вообще транспорт рассматривали в Ростове, это производительность, эффективность и достаточно такая хорошая доступность. Один из примеров доступного транспорта, общественного транспорта, это Вена. Проездной стоит всего 1 евро в день, и примерно половина горожан пользуются общественным транспортом ежедневно. Так вот, за счет чего UST может достичь вот такой доступности или похожей доступности? Я отвечу с точки зрения физики. Один и тот же вид транспорта, трамвай, который наиболее имеет широкое распространение в Вене, в том числе и по природно-климатическим соображениям, по экологическим факторам, он требует столько же норма-часов на свое обслуживание, столько же затрат энергии, такую же номенклатуру товарно-материальных ценностей, будь то бы он в Вене, в Минске, в Москве, либо в Варшаве. Но цены разные везде. Так вот, Ольга, стоимость, себестоимость и цена – это разные параметры. На мой взгляд, это заслуга непосредственно совместной работы муниципалитета, регулятора и разработчика, производителя, чтобы добиться такой стоимости. Поскольку стоимость ресурсов одинаковая, либо смежные затраты смежных регионов, это достигли за счет логистики, за счет грамотных маршрутов, за счет сменяемости, за счет точек притяжения. То есть куча разных факторов, которые и позволили увеличить эффективность. И смотрите, системой, которая не пользуется, а стоимость эксплуатации остается та же самая, себестоимость, она становится, естественно, убыточной и датируемой. Понятно. Вот. Даже закладывая 1% прибыли, но когда пользуется там 100 человек, это совсем другие деньги. А в Вене Если это пользуется миллион? в Вене это миллион туристов, это огромное количество точек притяжения и грамотные маршруты, короткие, которые стимулируют людей выйти, прогуляться и обратно воспользоваться транспортом. Касательно UST, мы готовы, открыты. У меня в команде есть логисты, которые, как конструкторы транспортных маршрутов, которые предложат для заказчика лучшее решение его проблемы. Интересная специальность. Логист, конструктор транспортных маршрутов. Да. Виктор, наверное, такого человека не хватило на московском монорельсе, который недавно закрыли из-за неэффективности. Ольга, не хочется злорадствовать, на самом деле грустно, это наша история. Закрыли, да, насколько я знаю, транспортную тему отслеживаю, есть грешок, извините. Профдеформация. Наверное, отчасти. Да, закрыли, это, скажем так, общественное мнение, приняли решение закрыть. Почему, что, куда? Понимаете, некоторые разработки, некоторые внедрения, я напомню, зам по внедрению, как раз из зоны ответственности, они где-то готовы, где-то преждевременно, где-то не преждевременно. Касательно монорельса, на мой взгляд, это, наверное, тот случай, когда система, несмотря на то, что был один заказчик, но она встраивалась в городскую среду, в инфраструктуру параллельно где-то с чем-то без учета. То есть, без учета логистики, вы имеете в виду, без просчета? Без учета развития, без учета применения, без учета зоны, без учета ниши. Смотрите, каждая система имеет свои преимущества и недостатки, свои сильные и слабые стороны. Лист бумаги имеет две стороны, как минимум. Перфекционисты насчитают 6 вообще. Поэтому есть и успешное применение системы, будь то нашей системы, будь то метрополитена, оно уместно, когда мы используем максимально все сильные стороны. На мой взгляд, те, кто занимался внедрением красивой идеи, красивого решения монорельса, то есть это эстакада, это не андеграунд, подземка наша, это красивые пейзажи, это мимо парка, легкость конструкции, относительно легкость конструкции сооружений, которые могут быть. Он не учел тех сильных и слабых сторон, которые были у монорельса. Поэтому с точки зрения
извините, как в известном фильме, за изобретательность 5, за предмет 2. То есть с точки зрения внедрения идеи, с точки зрения подарка для города и еще одного как бы объекта, знакового объекта для Москвы, это круто. А с точки зрения применения для ежедневной рутинной работы, использования для того, чтобы не дотянули. да, немножко не все учли. Наш генеральный конструктор часто повторяет, одна из его высказанных философий: транспорт должен не создавать проблемы, а решать их. Возможно, где-то что-то не учли. решил здесь. Ну, наверное, как бы, ну, как это, не суди да судим не будешь, вот. Ну, это с точки зрения, как бы, Виктор, как-то вы второй с наблюдатель из окна минибуса. Виктор, вы с такой теплотой говорите о московском монорельсе. Я прям чувствую, что близка эта вам тема. Скажите, UST это все же монорельс или нет? Ольга, мне нравится транспорт, я люблю машин. Ну, с детства люблю велосипед, мопед, мотоцикл, автомобиль, ну, что угодно. Касательно нашего транспорта, ну, понимаете, смотря как расстояние, с точки зрения формального призм, эстакада, второй уровень, электромобиль, по сути, да. Ну, как это, только за исключением некоторых нюансов. То есть материалоемкость, эксплуатационные параметры. Скорость монорельса 30 км в час, 25-30. У нас мы 120 ездим на расстоянии 2 километров. Я напомню, что разгон и максимальная скорость ограничена не конструкция трассы в нашей ситуации. Ну, это гармонические колебания. Если бы что-то было бы, уже было бы. Ограничено расстоянием. В условиях сцепления стального колеса с остальным рельсом 0,1 – это поведение легкого автомобиля на льду. Как можно быстро нам разогнаться? То есть, ну, это вопрос физики. Монорельс, получается, массивная балка железобетонная. Железобетон очень, ну, то есть, опять же, есть это и материалоемкость, и физические параметры. Там пилотируемый транспорт, то есть есть человеческий фактор. У нас автоматизированная система беспилотная. Виктор, это преимущество беспилотное? Понимаете, диалектика. Половина отказов современных автомобилей – это электрооборудование. Ну, электроника, больше половины аварий, ТП, причина человеческий фактор. Уже очень давно, а может даже не половина, какая половина? Может даже 95%. Уже очень давно техническая неисправность транспортного средства, автомобиля, в частности, которая приводит к аварии, она на сегодняшний день очень маловероятна, с учетом развитых систем самодиагностики и прочего. Основная проблема, основная аварийность, ежедневно гибнут десятки тысяч людей по всему миру. Ошибки? Да, это человеческий фактор. Это время реакции, время принятия решения. Ну, то есть электроника, извините, сейчас квантовый компьютер, даже обычный компьютер, он делает миллионы вычислений в секунду. Человек тоже сложный компьютер, но быстродействие немножко чуть-чуть другое. Хорошо, нет оператора, нет диспетчера, нет водителя. Виктор, мы компьютеру доверим поведение, принятие решений в экстренной ситуации? Условно. У нас, если можно сказать, диспетчер, он имеется. У нас нет оператора, у нас нет водителя. Контроль основных систем выполняется автоматизированной системой управления. То есть 99% всех процессов автоматизировано. Касательно безопасности, доверили мы компьютеру. На самом деле мы уже давно доверились компьютеру, и не все просто мы осознаем. Ну вот представьте, у нас маршрут следования, обычный маршрут городского коммунального транспорта, есть расписание движения транспортных средств, и вдруг, пример, почему это безопасно, по какой-то из причин мы задержались на станции на 15 секунд. Но мы же движемся в интервале, то есть расписание сформировано. Другим пассажирам, которые спешат куда-то и планируют свой маршрут, свою логистику, им важно быть в нужном месте в нужное время. Транспортное средство поехало к следующей точке своего маршрута, а следующее транспортное средство, ему тоже нужно задержаться. Оно не может приехать на станцию в свое время, потому что другой задержан. Да. То есть система управления на основании принципа центральной радиоблокировки не допустит нахождение транспортного средства в зоне безопасности другого, для того, чтобы не случилась какая-то аварийная ситуация. Это не какая-то, сверхнаука. У нас приоритет за расписание, безопасность же не есть
ряд стандартов европейских норм, в Беларуси есть, зафиксированы как раз-таки требования к уровням автоматизации, требования к безопасности. И наша система, она адаптивна. Адаптивно это не слово, это значит, что есть возможность, вы спрашивали по скорости 20-150, это как раз-таки АТО и АТП профиль. Это АТО и АТП. да, это профиль пояснительная автоведения, то есть профиль, то есть каждая точка маршрута, транссредства задана скорость движения. Но есть диапазон, в котором система, исходя из ключевого фактора исследования расписания, вот, может эту скорость превысить до допустимого уровня, либо понизить ее. То есть у нас нет четких ограничений, что мы должны двигаться именно на этом участке с такой-то скоростью. Важно время, для человека важно время, мы следуем расписанию. Поэтому если транспорт задержалась на станции, а у нее есть физическая возможность, есть техническая возможность для того, чтобы нагнать расписание и компенсировать то время, которое было потрачено. Не может ли произойти так, что кто-то посторонний получит доступ к вашей информации, к вашей системе автоматизированного управления и будет нагонять по своему усмотрению? Ведь это кибербезопасность. Вопрос кибербезопасности для беспилотных систем, беспроводных систем наиболее актуален. Но наряду с применением специальных закрытых систем у нас используется параллельно еще один принцип. Поскольку, опять же, это гонка, потому что система защищается, стоимость ее разработки недешево, стоимость испытаний, то есть она дорогая. За это, конечно, итоге платит потребитель. А те, кто заинтересован, чтобы систему получить доступ, он тоже развивается, он тоже улучшается. Он тоже как бы... Гонка вооружений? Это не вооружение, гонка технологий. Да, гонка технологий имеет место быть. Поэтому у нас один из, скажем так, решений, это как муравей подошел к железной дороге, говорит, умный в гору не пьет, умный гору обойдет. Функции безопасности, ключевые, которые им для человека, мы не завязываем на них те системы, которые подвержены каким-то дополнительным рискам. Если вдруг систему будет, скажем так, несанкционированный доступ, а у нас контролируется с 3 сторон, я скрывать подробности уже не буду, но если система поймет, она поймет, проверяли, знаем, сами таким физически занимаемся, что получен другой доступ, она просто перестанет воспринимать команды и отключится от системы связи. Плюс мы используем разные системы связи с ограниченным зоной действия. То есть локальные связи, которые действуют только в зоне транспорта, в зоне тягового модуля. Понятно. То есть даже пассажир, находящийся в транспорте, он не имеет возможности доступа, у него не будет сети, которая находится. Есть ряд решений. То есть в данной ситуации работает принцип резервирования. Принцип резервирования, это вы о чем говорите? Принцип резервирования, когда система выполняет свою функцию штатно работе, но если произошел какой-то сбой, этот функционал возьмет другой узел, другая система, которая в этом разрезе может быть необходима для того, чтобы, не знаю, кино показывать пассажирам внутри. Интересно. И те, кто пытается похулиганить, им нужно будет время, наверное, чтобы проверить все системы. Контроллер управления поворотником управляет движением транспортного средства. Наверное, Тут вопрос секрета, как и в замке. Что крутить, куда вольтметр вставлять, для того, чтобы понять. Автоматическая система управления – это разработка белорусских инженеров? Или вы привлекали сторонних, может быть? Автоматизированная система управления, у нас есть целое управление, 3 подразделения работает. Нет, это наша разработка. Это наша разработка. 2 составляющие главные. Это аппаратная часть и программная часть. Программная часть разработана нашими специалистами у меня в команде сейчас. А аппаратная часть, блоки, контроллеры, здесь есть и свои разработки в обоснованных случаях. Есть отечественные разработки, где мы применяем применяем оборудование, которое выпускается на территории Республики Беларусь, Российской Федерации. Либо есть оборудование, которое выпускается иностранными производителями. В тех стандартах, которые струнный транспорт получил вот только что от госстандарта, как-то прописана автоматизированная система управления? Она их касается? Это стандартов. Стандарт — это
мы выпустили 3 стандарта. Первый стандарт — это наши термины определения. Поскольку, ну, понимаете, умные люди говорят, что более половины конфликтные ситуации связаны с терминологическим разрывом. Для того, чтобы говорить с коллегами на одном языке, мы выпустили первый свой стандарт «Термины и определения». Что за такой феномен юнимобиль? Что за такой феномен струнная эстакада, струнный транспорт, транспортно-инфраструктурное сооружение, ну и прочее, прочее, прочее. Начали с азов. Начали сначала. Если не знаешь, с чего начать, начни сначала. В дальнейшем у нас вышли 2 стандарта. Это на пассажирский подвижной состав и на грузовой подвижной состав. Опять же, мы начинаем с того, что, наверное, отчасти больше волнует людей, то, что видят. Потому что, ну, струны видны, но не всем. Вот. А вот транспорт — это то, что люди понимают, то, что могут визуализировать, идентифицировать и высказать свое мнение, экспертное, либо не очень. Вот. По планах у нас планы, ну, планы в Громадью — это разработка и национальных стандартов, и по системе управления, и по приемке, по эксплуатации. Ну, куча всех стандартов, которые опишут в полном объеме нашу систему. Так и межгосударственных стандартов. И, ну, работа с госстандартом, ну, открывает возможности для нас, открывает возможности для других производителей. Почему? Что такое стандарт? Опять же, почему это хорошо? Во-первых, почему хорошо для человека? Для нас это... Знак качества. Да, отчасти знак качества. Мы не боимся, мы готовы, мы показываем свой уровень. Пожалуйста. Несмотря на то, что может трактоваться, что это какая-то там защита рынка или чего, ну, это как бы не та ситуация. Но знак качества потребителя, на самом деле, да, все делается для потребителя. На бытовых условиях время длится ковид, да, колбаса. Вот. Есть колбаса, которая выпущена по тех условиям, есть колбаса, выпущена по ГОСТу. ГОСТ — это рецепт написан. И наименование, и количество, ну, то есть рамки, то есть диапазоны, граничные условия. А технические условия — это рецепт производителя, ноу-хау где-то. Вот. Но человек, как бы, обсудили мы неизвестность, ну, выбор, у каждого, конечно, свой выбор, ну, говоря про себя, я как бы, ну, предпочитаю знать, а что ж там, ну, пытливость ума, как бы, не знаю, может, такой характер, вот. Хочется посмотреть и заглянуть чуть дальше, даже в колбасу. Вот. Если в технике это... Например, у нас используется в транспортных гидропневматическая подвеска, пневматическая подвеска, механическая подвеска. Посмотрел параметры. О, круто, это мой типоразмер. А давай-ка я сделаю линейку и проставлю ГОСТ такой-то. Поставщик на конвейер. Почему бы и да? Это возможность для научного сообщества. Это возможность для в нынешних условиях конкуренции, роста рынка, смены паритетов рынка для производителя. И это возможно для потребителя понимать, что это чуть больше, да, и быть уверенным. Это возможно для регулятора, потому что однажды уже все проверили, отработали, и социальную нагрузку никто не снимал. Кругом плюс, на самом деле. Возможность для нас, поскольку мы становимся сильнее, быстрее, выше, умнее. Спасибо, Виктор. Как видно, UST — это не футуризм, а результат системной работы инженерных расчетов. Если у вас остались вопросы, пожалуйста, задавайте их в комментариях, мы обязательно их обсудим. Спасибо, до встречи, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски.